Старого льва звали Кайро, и последние несколько лет его жизни мало напоминали те времена, когда он считался одним из самых сильных хищников в заповеднике. Когда-то он контролировал огромную территорию, мог пройти десятки километров за одну ночь и без страха вступал в схватку с любым соперником, осмелившимся приблизиться к его прайду. Теперь Кайро едва передвигался по каменистой земле, его грива почти полностью поседела, а на правом боку остался глубокий шрам после старой драки. Он потерял большую часть зубов, плохо слышал и уже не мог преследовать добычу так, как раньше. Но была одна странность, которую сотрудники заповедника не могли объяснить. Каждую ночь старый лев покидал свое укрытие и шел к заброшенной дороге, ведущей к северной границе территории. Он приходил туда примерно в одно и то же время, ложился возле старого бетонного столба и несколько часов смотрел в сторону леса. Иногда Кайро оставался там до рассвета, а потом медленно возвращался обратно. Сотрудники сначала решили, что это просто привычка старого животного, которое когда-то знало эту местность совсем другой. Однако вскоре они заметили одну деталь. Каждый раз, когда рядом проезжала машина, Кайро поднимал голову и долго смотрел ей вслед. Он не приближался к людям и никогда не пытался получить от них еду, но словно ждал чего-то определенного. Один из смотрителей, Марк, работал в заповеднике уже больше 15 лет и хорошо знал повадки львов. Он вспомнил, что много лет назад на северной границе действительно существовал небольшой исследовательский лагерь. Там работала группа биологов, которые изучали поведение крупных хищников. Лагерь закрыли после сильного наводнения, а дорогу постепенно забросили. Марк даже помнил старые фотографии, на которых возле палаток часто появлялся молодой лев с огромной темной гривой. Это был Кайро. Но никто не мог понять, почему спустя столько лет он продолжал возвращаться именно туда. Решив разобраться, Марк установил возле дороги фотоловушку. Через несколько дней записи показали странную картину. Кайро приходил не просто к столбу. Он каждый раз подходил к заросшему участку земли, принюхивался и только потом садился. На некоторых кадрах было видно, что лев тревожно смотрит в сторону густого леса, будто слышит или чувствует что-то, чего не замечает камера. Через несколько недель произошло событие, которое заставило сотрудников изменить отношение к его ночным походам. В заповеднике начался сезон сильных дождей. Несколько дней подряд ливни не прекращались, небольшая река вышла из берегов, а грунтовые дороги превратились в глубокую грязь. Сотрудникам пришлось закрыть северный участок для туристов. Вечером Марк заметил Кайро возле старой дороги. Лев выглядел необычно беспокойным. Он несколько раз поднялся, прошел вдоль зарослей и начал громко рычать. Марк наблюдал за ним из машины и не мог понять, что происходит. Через несколько минут Кайро резко развернулся и исчез среди деревьев. В тот вечер сотрудники решили проверить территорию утром, когда дождь немного ослабеет. Но ночью ливень стал еще сильнее. Вода хлынула с холмов и понеслась к низине, где располагался старый исследовательский лагерь. Там давно никто не жил, однако несколько дней назад туда отправили небольшую группу геологов, которым разрешили провести обследование грунта. Они поставили временный лагерь всего в нескольких километрах от старой дороги. Радиосвязь с ними была нестабильной из-за грозы, поэтому сотрудники заповедника даже не знали, насколько опасной стала ситуация. Ранним утром Марк снова увидел Кайро. Старый лев стоял посреди дороги и не двигался. Когда машина остановилась, он посмотрел прямо на водителя, а затем повернулся и пошел в сторону леса. Марк сначала не придал этому значения, но через несколько секунд заметил, что Кайро снова остановился и оглянулся. Это повторилось 3 раза. Словно лев хотел, чтобы человек последовал за ним. Марк вышел из машины, но Кайро сразу отошел на несколько метров.
Тогда смотритель сел обратно и медленно поехал следом. Лев двигался очень медленно, часто останавливался и ждал, пока машина приблизится. Через 20 минут они оказались возле старого участка, который раньше принадлежал исследовательскому лагерю. Там вода уже стояла почти по колено. Марк увидел следы людей и понял, что кто-то недавно проходил здесь. Затем из глубины леса донесся слабый сигнал рации. Он попытался связаться с геологами, но ответа не получил. Марк немедленно вызвал спасателей и вместе с коллегами начал искать людей. Следы привели их к низкой части долины, где находился временный лагерь. Несколько палаток уже были смяты водой, а одна машина почти полностью ушла в грязь. Людей нигде не было. Через несколько минут спасатели услышали крики. Трое геологов забрались на крышу старого металлического контейнера и не могли спуститься, потому что вокруг бушевал поток воды. Еще один человек пропал. Начались поиски. И тогда Марк заметил Кайра. Старый лев стоял на противоположном берегу затопленного русла и смотрел вниз. Внезапно он развернулся и пошел вдоль воды. Через несколько десятков метров лев остановился возле большого поваленного дерева. Марк подошел ближе и увидел человеческую руку между ветками. Пропавший геолог оказался жив, но был зажат стволом и не мог выбраться. Спасатели освободили его, после чего начали возвращаться к лагерю. Но ситуация стала еще опаснее. Вода продолжала прибывать, и единственный безопасный путь оказался перекрыт потоком. Марк вспомнил старую карту местности и понял, что неподалеку есть возвышенность, на которой можно переждать стихию. Проблема была в том, что туда не вела ни одна современная дорога. Старые тропы давно заросли. Кайра снова пошел первым. Он двигался медленно, иногда останавливался, но ни разу не свернул. Люди последовали за ним. Через полчаса они поднялись на каменистый склон, где вода уже не представляла опасности. Только там Марк понял, куда именно привел их лев. Перед ними находился старый бетонный фундамент бывшей станции наблюдения. Он стоял значительно выше долины и даже после сильнейших дождей оставался сухим. Люди провели там несколько часов, пока уровень воды постепенно не начал снижаться. Все это время Кайра лежал неподалеку. Он не приближался к людям, не просил еды и даже не обращал внимания на спасателей. Казалось, его задача была выполнена. Когда вертолет забрал геологов, Марк остался возле старого льва. Он впервые подошел к Кайра так близко, что смог увидеть каждую седую прядь его гривы. Марк вдруг вспомнил фотографии из старого архива. На одной из них молодой Кайра лежал возле исследовательского лагеря, а рядом стояла женщина-биолог по имени Элиза. Именно она много лет назад первой начала наблюдать за этим львом. Марк нашел ее старые записи и прочитал одну короткую заметку. Кайра всегда приходит к старой станции перед сильным дождем. Он чувствует воду раньше остальных животных. Тогда все стало понятно. Старый лев не просто ходил к дороге из-за привычки. Он много лет использовал эту часть территории как место, где можно заранее почувствовать приближение воды. Когда-то Элиза заметила это поведение и даже несколько раз следовала за ним, чтобы понять причину. Возможно, именно поэтому Кайра запомнил старую станцию и продолжал возвращаться туда спустя годы. А теперь его древний инстинкт помог людям, которые даже не знали, насколько близко находились к смерти. Через несколько дней вода полностью ушла из долины. Геологи уехали, а сотрудники заповедника снова вернулись к обычной работе. Только Кайра больше не приходил к дороге каждую ночь. Он словно понял, что больше ждать ничего не нужно. Однако Марк продолжал наблюдать за ним. Старый лев стал почти неподвижным и все чаще лежал под большим деревом. Он больше не уходил далеко и редко поднимался без необходимости.
Сотрудники иногда оставляли воду неподалеку, но старались не вмешиваться в его жизнь. Однажды вечером Марк заметил возле дерева что-то необычное. На земле лежала старая металлическая коробка, которую принесло водой после наводнения. Внутри оказались испорченные бумаги и несколько фотографий из бывшего лагеря. Среди них Марк нашел снимок, сделанный почти 20 лет назад. На фотографии молодой Кайро стоял возле Элизы, а она держала в руках блокнот. На обороте было написано «Он стареет, но однажды еще удивит нас». Марк долго смотрел на эти слова, а потом положил фотографию рядом с деревом. На следующий день Кайро впервые за много недель поднялся и подошел к снимку. Он понюхал бумагу, сел рядом и несколько минут смотрел в сторону дороги. Марк стоял далеко и не двигался. Старый лев медленно опустил голову на передние лапы и закрыл глаза. Через несколько дней Кайро умер во сне. Никаких драматичных схваток не было последнего рыка или борьбы за жизнь. Он просто уснул под тем самым деревом, которое стало его последним домом. Сотрудники похоронили его на возвышенности рядом со старой станцией, там, где он когда-то спас людей, сам того не понимая. А через несколько месяцев Марк заметил странное изменение. На северной дороге стали появляться молодые львы, которые приходили к старому месту отдыха Кайро. Они долго принюхивались к земле, лежали под деревом и потом уходили дальше. Никто не мог сказать, унаследовали ли они его привычку или это было обычным совпадением. Но Марк каждый раз смотрел на них и вспоминал старого льва, которого многие годы считали просто немощным животным, доживающим последние дни. На самом деле Кайро до самого конца оставался частью этой земли. Он пережил голод, потерял территорию, старых товарищей и прежнюю силу, но не потерял главное — способность замечать опасность и защищать тех, кто оказался рядом. И, наверное, именно поэтому его жизнь закончилась не тогда, когда он перестал быть сильным, а тогда, когда сделал последнее дело, ради которого его огромный жизненный путь оказался не напрасным. Через год на месте старой станции установили небольшую табличку в память о погибших здесь исследователях и о льве, который помог спасти их товарища. Марк настоял, чтобы на ней не писали о царе зверей и не придумывали легенд. Там была только одна простая фраза — «Кайро». Он знал эту землю лучше нас. И каждый раз, когда вечером над саванной начинались первые тучи, Марк смотрел на старую дорогу и думал о том, что иногда природа говорит с человеком совершенно неожиданным способом. Нужно лишь прожить достаточно долго, чтобы однажды научиться ее слышать. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.